Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сколько было прекрасных планов на день. Выпить шампанского, поесть клубники, пройтись по магазинам. Так нет же, на работу пошла. Ну, кто о чем, а я опять режу рваные джинсы. Просто отрезаю швы, ничего не распарываю. Из самых широких частей смогла выкроить два прямоугольника. Укрепила их, проклеила клеевым флизелином. Размер – лист формата А4 плюс припуски на швы, то есть 23 на 32 сантиметра. Сразу же наметим место для декоративной композиции. И приготовим еще кусочки, обрезки джинсовой ткани. Сами знаете, цвет джинсы может быть разным, даже в одном изделии, и темным, и светлым. Еще и у изнанки свой оттенок. Возьмем контрастный, лоскуток от светло-голубых, почти белых джинсов. Расположим кусочки в произвольном порядке, но в отмеченных границах. Этих листочков у нас немного. Их можно просто зацепить булавочками. При работе за швейной машинкой шьем простой лапкой, простой строчкой, прямой и обратный ход. Ничего сложного здесь нет. Сначала прострачиваем центральную жилку, потом немного возвращаемся назад и прошиваем боковые жилки. Потом можно еще пару раз прошить центральную часть. Закончили один листик, идем к следующему. Нитки не обрываем, прошиваем, переходим к другому элементу по свободному полю. Для цветочков отрежем полоску джинсовой ткани примерно 1,5 см шириной и 10-15 см длиной. Загибаем один край, укладываем в нужном месте и прошиваем, фиксируем на швейной машинке. Потом свободный конец отгибаем, укладываем завиток и снова прошиваем эту полоску. Так идем от краев к центру, формируя розочку. Когда заканчивается полоска, просто несколько раз прошиваем серединку цветка. Таким образом, делаем еще пару цветочков. Если вы боитесь, что у вас не получится, не бойтесь. То, что вы видите сейчас на экране, я делала вообще первый раз в жизни и сразу на камеру. Цветы, которые растут в природе, не похожи один на другой, потому что они живые. Вот и вы представьте, что перед вами живые цветы. Из вспомогательной тонкой ткани я взяла бязь. Выкроем два прямоугольника по размерам джинсовых деталей. Сложим вместе джинсу и бязь лицом к лицу и прошьем по периметру, оставив отверстие для выворачивания. У прошитых заготовок подрежем уголки и вывернем. После этого отстрочим на ширину 1 мм от края. А вот теперь пришьем молнию.
Чтобы не промахнуться, сначала наживулим иголкой с ниткой, а уже после этого прошьем на швейной машинке. Проверим, как работает молния, и лучше ее оставить расстегнутой. Заготовки разворачиваем, совмещаем противоположные стороны. От краев отступаем по 3 см и рисуем контур будущего внутреннего кармана. Глубина его 10 см. По этому контуру проложим строчку, соединим детали. А теперь сформируем сумочку, подтянем и расправим верхнюю часть. Теперь надо будет зашить бока, но не сразу одним швом, а сначала прошьем, сформируем одно отделение, а потом другое, и между ними будет скрытый внутренний карман. Вот что у нас должно получиться. Двойная сумочка. Еще обработаем конец молнии, обошьем его кусочком ткани, а лишнюю длину отрежем. И еще приготовим из джинсы плотный шнур-ремешок. Из него сформируем петельку и вошьем в боковые срезы, в верхнюю часть. Как раз закроем отверстие и зафиксируем сумочку. Смотрите, как выглядит наша конструкция. Двойная сумочка. А ремешок для сумочки сделаем самый простой. Просто выкроем полоску из старых джинсов, сложим ее срезами внутрь и прошьем на швейной машинке. Крепить к сумочке будем тоже самым простым способом. Просто проденем в петельки и завяжем узлы. Если боитесь, что ремешок может выпасть, то можно немного зашить отверстие петельки. И еще. Как-то мне не хватает декора. Хочется еще чего-то. Самый простой вариант – добавить небольших бусинок. И все. Моя душенька довольна. Прекрасная сумочка, косметичка, клатч. Во внутренний карман можно поместить телефон, а в отделение все необходимое. И документы, и шоколадки. Вот такая красота. И самое главное, что мы не дали пропасть прекрасной плотной ткани от старых немодных джинсов, а дали им вторую жизнь. Всем удачного творчества, подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!